Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Хотим знакомить вас с одной масштабных и кровавых криминальных войн между кланами воров в законе Равшана Джаниева и Надира Салифова. Последнего на территории России активно поддерживал авторитет Эльчин Исмаилов по прозвищу Эльчин Питерский. Интересы Равшана представлял его родственник-авторитет Заур Ахмедов, который, после убийства Равшана, стал его преемником на территории Российской Федерации. О том, что беда не приходит одна, Эльчин Питерский убедился на своем опыте. Через несколько месяцев после убийства на Софийской овощебазе его родного брата Маарифа. В декабре 2016 года в городе Масалы в Азербайджане расстреляли из автомата УЗИ Фариза Исмаилова, второго родного брата Эльчина Исмаилова. Правда, в перерыве между этими событиями в Стамбуле в августе 2016 года были изрешечены автоматными пулями Равшан Ленкоранский и его телохранитель. Похороны Равшана собрали тысячи скорбящих в его родной Ленкоране. Флаг лидера клана Равшана оказался в крепких и надежных руках его родного брата Намика Джаниева и близкого родственника Заура Ахмедова, обосновавшегося на рынке Фуд-Сити в Москве. Помимо колоссального дохода и повышения криминального рейтинга, Заур небезосновательно ощущал смертельную опасность от нахождения в новом статусе. Ведь именно этим можно объяснить передвижение его исключительно на броневиках в окружении вооруженной охраны, относящейся к одному из уважаемых государственных ведомств. Как рассказал источник, в апреле 2017 года в московском районе Санкт-Петербурга киллер с пистолетом с глушителем несколько дней поджидал свою жертву, сидя в старых наглухо тонированных «Жигулях». Проявляя стойкость сродни самурайской, убийца не покидал машину, принимая там пищу, исправляя нужду в принесенной с собой емкости. Однако его самоотверженность не была вызвана древними японскими традициями, а объяснялась личным знакомством с жертвой и боязнью быть узнанным. Терпение киллера было вознаграждено, и на выходе из собственного подъезда был застрелен еще один приближенный к Лоту Гули и Эльчину Гасанов Джабир. Погибший был жителем столицы, и в город Санкт-Петербург был вынужден переехать на время, только чтобы скрыться от охотившихся за ним киллеров. Убийцей оказался молодой человек и однофамилец жертвы, которому удалось оперативно через Беларусь покинуть место преступления, и через неделю его уже наблюдали рассекающим по городу Баку на новом рейндж-ровере. Как выяснилось, изначально Джабир нанял Джамала убить родного брата Равшана Ленкоранского Намика Джаниева. Однако, быстро смекнув, что предательство щедро оплачивается, Джамал приехал к Намику и все рассказал, получив обратный заказ на убийство Джабира. А вскоре фото Джамала попадет в газетные заголовки Турции, Азербайджана и России в связи с его задержанием в пригороде Стамбула вместе с Намиком Джаниевым и несколькими вооруженными огнестрельным оружием и гранатами, боевиками на подступах к хорошо охраняемой вилле Лоту Гули. Как смаковала турецкая пресса, задержанные 11 человек из числа азербайджанских боевиков, а также местных турецких гангстеров, планировали взять штурмом виллу Лоту Гули, расправившись с Гули и его охранниками. Не беремся судить, что не так с турецкой Фемидой, но Намик и Джамал уже через полгода после задержания спокойно разгуливали по городу Баку. Однако, как говорили знаменитые герои Дюма, приключения продолжаются, и в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге патрульные по причине подозрительного поведения решили досмотреть автомобиль с 3 уроженцами Азербайджана. В автомашине помимо местного водителя находились прибывший из Москвы родной брат Заура Ахмедова Ахмедов Эмин и его друг Искандеров Гусейн, которые имели при себе набор киллера, обыкновенный пистолет с глушителем, 2 парика, наручники, комплекты рабочей спецодежды. В телефоне Эмина нашли видео здания Всеволожского городского суда Ленинградской области с прилегающей территорией. Откуда такая любовь у приезжих к всеволожской архитектуре, спросите вы? Ответ очевиден: на приговор в данный суд должен был явиться наш старый знакомый Эльчин Исмаилов, обвинявшийся в разбоях и вымогательствах.
Почему криминальный авторитет одной из самых кровавых этнических ОПГ ходил пешком во Всеволожский суд, а не приезжал в автозаке, как его коллеги? Ответ на этот вопрос стоит поискать у всеволожской судьи, которая крайне неожиданно поменяла Эльчину Исмаилову меру пресечения и ее мамы-адвоката. Впрочем, москвичам не удалось бы устроить бойню у суда, так как матерый и осторожный Эльчин в суд не явился и в последующем был объявлен в розыск. Как оказалось, Ахмедов и Мин вместе с напарником были парнями способными и опытными, так как их искала полиция Грузии за расстрел в сентябре 2017 года у ресторана «Пурис Сахли» в Тбилиси близкого друга Эльчина Илоту Гули Мамедова Эльшана. Покойный был известен ранее как наиболее радикальный из людей Гули, выполнявший для него функции палача. Именно Эльшан вместе с покойным Гасановым Джабиром весело и задорно отрезали в Стамбуле ухо вору в законе Рафику Масалинскому, сняв процесс ампутации на видео. Далее происходит удивительное. Правоохранительные органы России и Грузии, забывая о политических разногласиях своих стран, объединяют усилия по тбилисскому убийству. Ахмедов и Мин и Искандеров Гусейн решением присяжных российского суда получили длительные сроки лишения свободы за убийство Мамедова Эльшана. Несмотря на тяжелый удар, Заур сдаваться не собирался, но и его оппоненты были полны решимости.